Run. Всем привет, друзья, с вами канал Supreme Show. Давайте сегодня вспомним всем известный детский мультфильм Тимон и Пумба про бородавочника и сурка и посмотрим, на что способен наш герой из мультика. Ведь порой этот африканский поросенок может дать сдачи даже самым опасным хищникам. Как всегда, нарезка, а теперь поехали! Если понравилась нарезка, ставь лайк и подписывайся на канал. Будет еще много интересных видео о животных. Бородавочник. Первое, что бросается в глаза, это огромные мечевидной формой клыки и такое ощущение, что ими он разрывает или прокалывает своих врагов, но об этом немного позже. Бородавочник является обычным представителем диких свиней, которому удалось научиться выживать в опасных африканских землях, обитающими кучей различных хищников, которые не прочь перекусить свежей свининой. Внешний вид этот дикий поросенок имеет довольно устрашающий. Огромная мощная голова, длинные клыки, необычные наросты на морде, плотное тело с сильными копытами. Интересно, что клыки у бородавочника могут вырастать на 40 и более сантиметров и растут всю жизнь, а плоская и удлиненная морда служит в качестве мини-лопатки для рытья почвы в поисках чего-нибудь вкусненького. Параметры бородавочника. Сам по себе кабан не очень больших размеров, например, как вепрь, видео о котором тоже есть на канале, ссылка будет в описании. Пумба же в среднем имеет рост в холке около 85 сантиметров, при длине тела в 150 сантиметров, без учета хвоста. Крупные, зрелые, даже, наверное, старые и откормленные кабаны могут весить до 150 кг, но в большинстве случаев вес равен 50 кг. Интересно, что старого кабана можно определить не только по размерам, но и по шерсти, а точнее по ее отсутствии, которая с возрастом выпадает и даже седеет, совсем как у людей волосы. Вообще, давно не секрет, что ученые и врачи используют некоторые внутренние органы свиней для пересадки человеку, а мы едем дальше. Питается наш копытный практически всем, как и любая другая свинья, а все потому, что бородавочники всеядны, хоть в целом они в основном употребляют растительную пищу, но иногда бывает и такое, что могут запросто слопать мелкого грызуна, яйца птиц и даже саму птицу. Место обитания. Тут все просто. Пумба обитает по всей Африке, и единственное, что не любят свиньи, это территории с густым лесным покровом, где затаившемуся хищнику будет гораздо легче поймать нашего копытного героя. Например, в саваннах бородавочники используют успешную тактику спасения от хищников, вырывая норы и даже сети туннелей, в которых можно не только самим спрятаться, но и прятать беззащитное потомство. Враги бородавочников. Врагов уж очень много. Представьте, что практически каждый крупный хищник хочет вас съесть, и даже птицы покушаются на мелких поросят. Помимо хищников, травоядные братья, такие как бегемоты и носороги, запросто могут затоптать свинью, особенно если та приблизится к их детенышам. Точно так же могут поступить агрессивные самцы во время периода спаривания. Перечислять всех врагов не будем, а посмотрим бородавочника в деле, как и чем же он может противостоять своим врагам и защитить себя и свое потомство. Бородавочник против гепарда.
Начнем с ролика, где бородавочника все же поймали быстрые и ловкие кошки. Но надо учитывать, что гепардов было двое, и одному из них все же немного досталось от Пумбы. Возможно, если бы гепард был один, для него эта охота была бы безуспешна. Смотрим второй ролик, где, видимо, молодой неопытный гепард, не рассчитав свои силы, бросился на нашего героя, который в свою очередь не испугался и даже сам атаковал опасного хищника. Бородавочник явно действовал по принципу «лучшая защита – это нападение». А вот уже работают материнские инстинкты. Защищая визжащего поросенка, мать яростно атаковала гепарда, что кажется, тот от удара подлетел вместе с поросенком. Но на самом деле хищник, держа в зубах малыша, просто подпрыгнул, чтобы увернуться от удара. Вот еще один похожий момент, как бородавочники могут защищать своих, только на кадрах уже леопард. Иногда Пумба явно теряет страх и даже не боится приблизиться к своим обидчикам, а этот смельчак сам первый наносит удар, отгоняя кошек от живительного и всем необходимого водоема. Бывают разные ситуации, и чаще всего, конечно, не в пользу жертвы, то есть бородавочника, и погибает огромное количество поросят, поймать которых для хищника не составляет большого труда, да и защитить себя малыши никак не могут. Со взрослыми кабанами гораздо тяжелее, ведь те могут дать достойный отпор, и не всегда даже несколько гепардов готовы идти на риск. Бородавочник против льва. Конечно, мы все понимаем, что такое сравнение довольно глупо, и ни о каком противостоянии не может быть речи, но все же на просторах интернета есть забавные ролики, как храбрые и бесстрашные бородавочники показывают свой характер молодым, но уже опасным львятам, а иногда могут безнаказанно потревожить даже взрослых львов. Вот пару роликов. Например, здесь кабаны хоть и убегают, но видно, что их захватил интерес. Они дразнят молодого льва и не чувствуют большого страха перед ним. Вот еще один забавный ролик с кабаном и молодым львенком. А здесь уже кабан решил подшутить над опасными и взрослыми львами, которые спокойно проводили досуг. Львы явно были удивлены такой наглости. Бородавочник против леопарда. Леопарды – заклятые враги бородавочников. Хитрые, ловкие, сильные и скрытные кошки очень любят свинину. Здесь кабанам очень тяжело, ведь леопарды – мастера маскировки. Отлично могут охотиться прямо с деревьев и неожиданно нападать из засады. Вырваться из этих сильных лап – огромная удача, поэтому кабанам остается только два пути – бегство и искать спасение в заранее вырытых норах, что тоже часто безуспешно, ведь леопарды могут достать свою жертву прямо из норы. Давайте посмотрим пару роликов, как это происходит, и перейдем к кадрам и счастливым кабанам, которым удалось вырваться из смертельных объятий. Вот один из моментов, как кабан пытался спрятаться в норе, но это оказалось безуспешно. А здесь счастливчик, который вступил в схватку со зверем и сумел вырваться, тем самым дав себе второй шанс. Еще один необычный ролик. Качество видео очень плохое, но скорее всего на кадрах именно леопард. Вероятно, это не бородавочники, уж слишком они большие по сравнению с кошкой. В этот раз жертвой стал именно хищник. И еще кадр, где дикий кабан загнал своего неприятеля на дерево, а мы едем дальше. Крокодилы, бегемоты, носороги. Не считая, конечно, крокодилов, кабанам в принципе опасаться нечего, но не стоит тревожить и раздражать этих гигантов, иначе может произойти вот такое. Те же бегемоты с легкостью могут затоптать кабана. А вот с крокодилами уже сложнее, и тут многое зависит от самой рептилии, насколько она сможет незаметно и близко подобраться к Пумбе. Да, реакция кабана тоже учитывается, но если кабан попадает в пасть, дороги назад нет. Давайте посмотрим несколько роликов таких встреч.
Например, здесь Зубастый, не смущая своей возможной жертвы, залез и притаился в большой луже, откуда кабан спокойно наслаждался живительной зеленой мутной водой. Сам ролик длится очень долго, и крокодил так и не решился напасть. В следующем кадре кабану крупно повезло. Если смотреть в замедленной съемке, видно, что он в последний момент, перед тем как захлопнется эта огромная зубастая пасть, сумел ловким движением головы вырваться оттуда. А вот еще один невероятный везунчик. В этот раз африканскому бородавочнику так не повезло, и тут сбежать было практически невозможно. На суше его поджидает банда диких собак, о которых тоже есть ролик на канале, ссылка будет в описании, а в воде не менее смертоносный хищник, которому в итоге достался кабанчик на обед. Смотрим еще один ролик, где небольшой крокодил пытался перекусить маленьким поросенком. Да, это уже не бородавочники, но это не помешало им атаковать рептилию, защищая своих малышей. А вот, друзья, последний, удивительный и редкий ролик, где Пумба не предпочел есть жуков и насекомых, как это показывают в мультике, а решил он отведать буквально новорожденную антилопу. А на этом все. Если вам понравился ролик, поделитесь им со своими друзьями, подписывайтесь на канал, жмите колокол, чтобы не пропускать новые выпуски. А я с вами прощаюсь и увидимся в новых роликах.